Всем привет! Прошло 3 года, 19 год, май, со дня покупки моего первого Хавала, китайский автомобиль. Делал я видеообзор, вставки сделаю и ссылки оставлю в описании к видео, заходите, смотрите. Тогда, кстати, в России еще не было ни намека. Не, был старый Хавал первого поколения. Ну, который откровенно, машина уже тогда шла надежная, по отзывам, мало его кто там покупал, и вообще отношение вот именно россиян. Почему сейчас делаю это видео? Потому что все знают, что сейчас происходит на рынке автомобилей в России. Много россиян относились негативно, с отвращением относились к китайскому автопрому, китайским автомобилям. Ну да, заслуженно, тоже и у нас здесь. Первые автомобили, Черри Амулеты, все это дело, знаете, чем оно все заканчивалось. Ржавчиной, дырами, проблемами. Но по факту автомобили уже даже были функционально, комфортнее, лучше, чем Жигули даже российские на то время. Вот я приобрел Хавал, и куча негативных отзывов было в комментариях. Что ты купил говно, сломается, сгниет, что делать, робот. Турбо, все эти вопросы вообще было усыпано комментариями. Но на то время как бы читать и смешно было, а с другой стороны, конечно, читая эти все комментарии, все равно откладывается у тебя в голове, что, ну да, все может быть, конечно, это Китай, но на то время уже это авто было очень классным. И тогда в комментариях, кстати, многие прогнозировали, и я спрашивал вас, скажите, направление-то идет, понятно уже, что Китай захватит рынок автомобилей. Через сколько это будет? Многие 5 лет. Я давал где-то лет 5. Многие 10 лет, многие там 15 лет. Кто-то купи Тигуан, нафига тебе это китайское говно? Зачем ты купи Тигуан, купи бэушный Тигуан? Блин, вот эти европейцы, все. Мы только на европейцах и ездим. Кто-то Тойоту. Сейчас что получается? Вокруг враги, санкции, и приближается китайский авторынок намного быстрее, чем это планировали некоторые. Посмотрите, что сейчас происходит. Видеообзоры. Видеообзоры тех обзорщиков, которые даже пренебрежительно даже касались к китайскому автомобилю и не могли даже подумать, что ближайшие их видео будут о китайских автомобилях. Многие перешагнули эту планку быстро, потому что понимание в голове есть, что темы с другими автомобилями на каналах их будут просто пропадать. Бэушный авторынок не так людям интересен, но на данный момент пока есть чуть-чуть еще запасы денег. В дальнейшем понятно, что бэушный авторынок более будет интересовать людей. Ну а вот на данный момент, пока есть у людей запасы на новое авто, то начинают пиарить китайские автомобили. Почему? Потому что будущее, вы уже поняли, что за китайскими автомобилями, даже тот же, там говорят, москвич, в конечном итоге будет не москвич, а будет Жак собираться. И смотрите, какой момент. Китай-то в Россию не везет самое лучшее. Китай везет, можно сказать, бюджетные варианты. Те же самые из последних Tiggo 8 Pro Max, это бюджетный вариант для Китая. В Китае есть тачки намного интереснее и намного дороже. Почему они их сюда не везут? Вам именно. Потому что они же мониторят рынок. Им нужно, чтобы авто продавалось. Дорогие не везут, потому что знают, что рынок падает. Многие осторожно подходят к этому моменту, обзорщики начинают как бы на заднем плане показывать китайские автомобили, подходят, говорят, вот, да, ничего себе, а мы раньше и не думали, что вот, такое классное авто уже составляет, даже звучат слова, уже составляет конкуренцию европейским и японским автомобилям. Все они прекрасно раньше знали, просто был более дорогой диапазон того, что можно обозревать. Китай, пренебрежительно относились к Китаю, потому что не видели как бы перспективы, а перспектива вон была
Audi, Volkswagen, вот этот, Mercedes, весь вот этот дорогой диапазон автомобилей. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Некоторые обзорщики сейчас до сих пор тупо засирают китайские автомобили. Ну, в основном из-за того, что просмотры набираются. И у них есть надежда на то, что отреагирует производитель, в частности Haval российский, ну и предложит какой-то компромисс, чтобы вот, может, даже денежный эквивалент какой-то, потому что монетизация на YouTube легла. Откровенно сейчас обзорщики, которые зарабатывали, ну, неплохие, $1000 в месяц на каналах, десятки не скажу, но до десятки, то сейчас это опустилось, ну, в 10 раз, наверное. Если $1500 есть, когда монетизация упала на ноль, то поэтому сейчас нужно искать совсем другие пути и выходить из ситуации. Надежда на китайский автопром, что китайский автопром, производители, салоны, дилеры будут что-то подбрасывать, поэтому будем уже пиарить китайский автопром. Ну и кто это все подвел, вы прекрасно знаете. Рынок реагирует на мировой рынок, а санкции напрямую влияют на рынок внутренний. Поэтому к чему пришли? К тому, что планировали, что Китай захватит рынок через 10 лет, через 5 лет, а Китай захватил рынок через 3 года. Уже захватил. Посмотрите, сколько сейчас обзоров. Просто приятно смотреть и улыбаешься, смотря как люди переобуваются, так сказать, на лету. Говорилось одно, писалось одно, сейчас буквально все перевернулось. Пишите в комментариях, кто писал про Китай говно и что лучше купить Тигуан. Что ты сейчас мне напишешь? Или Тойоту. Многие скажут, да это неплохой еще вариант, когда будем под Китаем. Все-таки вторая экономика, да, я тоже согласен. Это не самый плохой вариант, если вы останетесь под Китаем. Но все равно взять ту страну, в которой ничего нету, и та, которая пойдет под экономику другой страны, это одно. А когда в стране все есть, но не хватает мозгов и рук, чтобы развить это все, то это совсем другое. Да, Китай захватит полностью все. Ну и дальше будем видеть, как он или поможет развиваться, или же просто российская экономика просто будет под Китаем. Такое вот просто разговорное видео по факту ситуации, изменяющейся на автомобильном рынке. То, что было, я тогда вам говорил еще, видео снимаю для истории. Там у меня несколько видео, можете зайти посмотреть. Тогда, когда я взял Haval, я вникал в него и все вам показывал, вплоть до мелочей. И люди там писали комментарии, все комментарии остаются. Некоторые я удалял, конечно, но, блин, сейчас жалею об этом. Но там откровенные были комментарии, говно, вот такие с высерами, которые даже YouTube даже, может, некоторые не пропускал. Но кое-что осталось, можете зайти, ознакомиться и почитать. И сейчас это все читаешь с улыбкой. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. Чат в Телеграме по Хавалу есть. На H6 третьего поколения переходите, кто интересуется. В России такого нету. Хавала. Очень классный, очень интересный. Даже F7 сейчас новый. Мне кажется, такого функционала нету. Напишите в комментариях. И всем удачи, до следующих видео.